Весы, приветствую вас, мои хорошие. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш Таро-прогноз на декабрь 2023 года. Смотрим и анализируем с вами цепочку предстоящих событий, сделаем акцент на наиболее важных из них, проанализируем, с какими энергиями вы будете завершать этот годовой цикл и с чем вы войдете в 2024 год. Но прежде чем мы приступим, сделаю такую небольшую ремарку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в каком формате вы хотели бы видеть годовые расклады. То есть в формате 12 домов или по стандартной схеме, моему авторскому раскладу, как я выполняла все предыдущие годы. Итак, приступаем к текущим раскладам, к текущему прогнозу. Работаем сегодня с Ленорман «Зима в Париже», а также Таро «1001 жизнь». Подумайте о ситуациях, которые вы себе запланировали на декабрь 2023 года, какие события, какие планы. А мы с вами посмотрим, удастся ли вам реализовать задуманное. Итак, общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы? Что ожидает в плане финансов? Здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Настраивайтесь и будем смотреть. Общие энергии месяца. У вас здесь ложится король чаш. Довольно-таки эмоциональный месяц. Причем здесь мы видим, он окрашен позитивными эмоциями. Конечно же, это может быть взаимодействие с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Знаете, как духовный, личностный рост через него. Или с его подачи оттачивания вашего мастерства в какой-либо нише. Но помимо всего прочего, это ваше желание и стремление углубиться в основы психологии. Или если вы давно уже увлекаетесь, изучаете психологию, это знаете, как повысить уровень вашей квалификации и мастерства. Некоторые из вас могут действительно обращаться за помощью к психологу, гипнологу, гипнотерапевту, а кто-то захочет попробовать свои силы или просто найти для себя ответы на свои вопросы в нише эзотерики. Поскольку у нас аркан многогранен, может отыграться в любой из сфер, я для вас открываю колоду, смотрим, что же здесь. И как мы видим, падает аркан маг. То есть то, о чем я вам говорила, или обращение к эксперту, или повышение собственного мастерства, неважно в какой вы профессии, в какой нише, потому что по этим арканам это, по сути, оттачивать навыки, которые вы приобрели. И здесь получать от этого колоссальное удовольствие, что вы становитесь экспертом, мастером. И это, конечно же, за собой будет влечь и клиентопоток, и, может быть, для кого-то товарооборот, потому что карты показывают, что вот, вы добиваетесь максимальных результатов. Вопросы работы. Ну вот вам как и подтверждение. 8 монет. Куй железо, пока горячо. И 8 монет — это хоть и очень кропотливый труд, но труд, который вас воодушевляет, вас напитывает, прям раскрывает вашу душу, потому что вы получаете удовольствие от каждой минуты, от каждой детали, если вы занимаетесь любимым делом. Безусловно, не для всех этот аркан может звучать в такой ноте. Посмотрим, как это зовется для каждого из вас. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. 10 мечей говорит о том, что вы пока не трудоустроены, но можете здесь получать какие-то опыт, навыки или что-то изучать, чтобы стать экспертом и, допустим, зарабатывать деньги. Например, если мы будем с вами смотреть, это может быть и хендмейд, или просто неважно, какая ниша, какой труд. Потому что здесь это желание быть не привязанным к кому-либо. То есть это, по сути, как вопросы индивидуального предпринимателя. То есть обрести или раскрыть свои навыки, свой потенциал, поставить это, так сказать, на рабочие рельсы и за счет этого зарабатывать. Опять же, смотрим с вами ситуацию для тех, кто является наемным сотрудником. 4 чаш — это такая уже некая ситуация отчаяния. Почему? Потому что вот нет трудоустройства, нет. И в связке с 8 монет говорит о следующем. То есть может идти предложение по работе, но не та вакансия, которая бы вам хотелось. Или может быть не та ниша, которая вам хотелось. То есть вы можете устроиться вынужденно по причине, знаете, как закрыть ваши базовые потребности или просто, как вот эти вот финансовые аспекты. Даже если это будет в таком ключе, соглашайтесь на эти работы, потому что для вас это как подспорье, как период в какой-то степени выдохнуть, передохнуть и найти для себя именно то, что вы хотите. То есть для вас это просто как ситуация, где вы будете брать финансовые ресурсы для того, чтобы добиться больших результатов.
Если же вы у нас наемный сотрудник, то 8 монет и королева чаш – это желание жить, творить. Это в большей степени актуально для тех, кто занимается творческими процессами, будь то там дизайн, флористика или, может быть, какая-то фэшн-индустрия, бьюти-индустрия, потому что здесь безграничный полет фантазии, трудолюбия, мастерства. Если вы работаете, скажем так, на обычных, не могу сказать, там, бытовых работах, ну, таких повседневных аспектах, да, то в любом случае, так как гореть своей работой, получать удовольствие от работы, прям напитываться, ну, вот какие-то такие энергии будут преобладать, что вы на работу как на праздник. Смотрим с вами ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным делом. 8 монет и 4 мечей. О чем же говорят здесь карты? Для некоторых это как... Не могу назвать пассивная работа. То есть, иными словами, сейчас объясню, чтобы было понятно. Это работать на какой-то пассивный результат. А именно, вы записали, например, какой-то курс, мастер-класс. Раз записали, сели, потратили силы, и потом все время его продаете и зарабатываете на этом деньги. То есть, понимаете, вот здесь об этом идет речь. Это как разовая какая-то работа, которую вы потом продаете энное количество раз и имеете за счет этого копеечку. То есть здесь в большей степени он идет для вас. То есть вы можете поучаствовать, ну, или создать какой-то свой инфопродукт, который будет полезен окружающим. Ну, допустим, вы там записываете курсы по ландшафтному дизайну или там еще какие-то моменты, рассказываете о всех тонкостях и нюансах вашего дела. То есть, по сути, вы это раз записали, презентовали и потом только на постоянной основе как бы это продаете. Если рассматривать ситуацию с точки зрения ресурсов, 8 жезлов. Шикарная карта, это рост доходов, это увеличение ваших финансовых возможностей, это получение денежных переводов, это рост вашей активности, который благоприятно скажется на ваших ресурсах в целом. Плюс могут быть траты, связанные с поездками, путешествиями, переездами, может быть у кого-то сменное место жительства, но в любом случае для вас это как позитивные траты, которые приносят удовольствие и радость. Вопросы здоровья. 3 монет. Ну, 3 монет вроде бы карта стабильности и структуры, с одной стороны, да, не на что тут как бы пенять. А с другой стороны, это выматывать себя физически, эмоционально, ментально, потому что вы настолько можете быть увлечены какими-либо процессами, что вот как нет времени на отдых. По принципу, вот я должен дожать результат в какие-то сроки, завершить проект или работу. Может, вы пишете книгу или, как я говорила, пишете курс. То есть сроки, которые горят, и вам в эти сроки нужно уложиться. Как следствие, здесь можете там не досыпать, меньше отдыха, потому что все свободное время, часики тикают, да, быстро вам нужно все это выполнить в оговоренные какие-то временные рамки. Смотрим вопросы личной жизни. Здесь ложится карта мир. С одной стороны, это довольство, это как новый жизненный цикл и ваш этап, потому что мир – это закрыть старую страницу веху вашей жизни и идти как на новый план, новый чистый лист вашей жизни. Но с другой стороны, это, знаете, как находиться в своем мире, в своем коконе, быть закрытыми от всех. Как будет работать этот аркан для вас, мы сейчас будем прояснять. Для тех, кто у нас свободен. Мир и повешенный. Это все-таки, знаете, как быть огражденными от всех, такой в осознанной изоляции, в подвешенном состоянии. И это не потому, что вы не хотите каких-либо знакомств, вы не хотите, вы, может быть, не готовы внутренне, энергетически или ментально. Мир и повешенные, здесь могут быть какие-то связи, общения через интернет, то есть на расстоянии, которые вас засасывают, потому что повешенный – это быть привязанным, но которые не дают вам стабильности. Это, знаете, как быть подвешенными в воздухе. И как следствие, эта карта мир показывает, что у вас эта ситуация будет засасывать, но с другой стороны держать как в позиции жертвы, потому что вы не понимаете, что из этого может получиться. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках, мир и карта солнца, ну, для вас это благоприятные арканы, потому что здесь для себя это пролить свет на ситуацию, это новые возможности, и для большинства это действительно создание нового союза. И если же вы у нас в стабильных партнерских отношениях, то 6 пентаклей. Это вам как награда за ваши усилия. Почему? Потому что данный аркан показывает на равноценный союз, на равноценный энергообмен. Здесь выверен этот баланс брать, давать. И как следствие вы получите здесь признание, любовь, заботу со стороны вашей второй половины. Плюс мир и 6 монет – это могут быть
какие-то денежные презенты, просто дорогие презенты, или совместные траты на поездку, путешествие, ну, прекрасное времяпрепровождение. Если смотреть рекомендации от карт, у вас здесь ложится карта суд. Суд, с одной стороны, не всегда можно назвать эту карту картой трансформации, но с другой стороны, это важные, такие судьбоносные, я бы сказала, кармические процессы. Для некоторых это восстановить свою репутацию, отточить свое мастерство, выйти на новый уровень реализации. У некоторых это восстановление отношений, примирение с близкими или заново запустить те процессы, на которые у вас не хватало времени. Может быть, заняться хобби, довести изучение языка до ума или, наконец-то, заняться тренировками, которые вы все время откладывали. То есть возобновить ранее начатые процессы, но которые вы запустили. Плюс по суду это акцент на близких, на семью, на единение с ними, на то, чтобы вы проводили с ними максимальное количество свободного времени, потому что это будет вас напитывать и давать вам структуру. Плюс суд это возродиться, проработав родовые блоки, кармические блоки или, может быть, травмы детства, то есть закрыть гештальт. Поэтому вам здесь будет над чем поработать. Посмотрим неожиданность периода. Что здесь? Что у вас здесь? Рыбы, собака и карта ключ. И дно колоды звезды. Но звезды это всегда осуществление мечты, плана, цели, идеи. Плюс это вопросы медийности, пиар, реклама. Это в чем-то быть известным, ну, то есть в своей нише, на своем поприще. Тем более, если мы посмотрим с вами, смотрите, рыбы, собака, ключ. В первую очередь этот ряд карт говорит о прогрессе в плане карьеры, потому что здесь и признание со стороны коллег, и выйти на новый уровень, плюс увеличить ваши доходы. В событийном, бытовом аспекте это может быть как финансовая помощь, поддержка со стороны друзей, которые вас поддержат в какую-то сложную или трудную минуту. Это опять же может быть вопрос денежных переводов, увеличения вашего дохода. Для кого-то действительно в прямом смысле слова осуществление мечты и приобретение питомца, о котором вы давно мечтали или, может быть, мечтали ваши дети. Ну а в целом это карты, которые показывают, что быть верным своим принципам, своим традициям, своим убеждениям. Это карта эмоциональной стабильности, потому что, видите, рыбки в аквариуме. То есть я буду идти через тернии к звездам, несмотря ни на что. Я найду выход из любой ситуации. Мои хорошие, пусть так и будет. Я вам так и закрою этот расклад, чтобы все шло только со знаком плюс. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту отозвалась вам информация, как она у вас отыгралась. Я уверена, что будет интересно об этом почитать и мне, и, соответственно, представителям вашего знака зодиака. Поэтому жду энергообмена, жду коммуникаций. Вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.